IPS 2,5К Ultra HD экран на 16 дюймов. Частота обновления до 165 Гц. Процессор Intel Core i7. Операционная система Windows 11 Pro. Система охлаждения с двумя вентиляторами и медными трубками. Высокоскоростной Wi-Fi 6 серии. Оперативная память DDR4 на 16 ГБ и внутренняя память на 1 ТБ. Распознавание отпечатков пальцев. Полноценная клавиатура с подсветкой. Большой тачпад. Тонкий металлический корпус. Аккумулятор на 5500 мАч, и это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к ноутбуку под названием Nokia N16 Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я как всегда вам сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке из плотного картона, но упаковка ничем не примечательна, на ней есть только название производителя. Пакинг в целом хороший, в комплекте мы имеем мышку Nokia, блок питания на 19 вольт 3,42 ампера на 65 ватт, кабель питания, руководство пользователя и, собственно, сам ноутбук. Также дополнительно у меня в комплекте есть обыкновенный коврик для мыши и сумка для ноутбука, которая сшита из стандартного, но неплохого материала. Плюс все пошито адекватно, без торчащих ниток или чего-то подобного. Габариты устройства 360 на 242 на 26 мм и вес 1 кг 900 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь на канал с колоколом, перейдем же к обзору. Nokia N16 Pro поставляется только в серой расцветке. Данная модель не выделяется каким-то запоминающимся дизайном. По большей части ноутбук имеет обыкновенный корпус, который попросту хорошо выглядит. Корпус ноутбука выполнен из алюминия с матовым покрытием. Качество материала, учитывая стоимость, неплохое. Что не скажешь про сборку. Открыть одной рукой ноутбук можно, за что, конечно, плюс. Крышка с экраном открывается только на 135 градусов, что плохо. Далее на корпусе расположили надпись Nokia, две антискользящие ножки, вентиляционное отверстие, один USB-A порт версии 2.0, два USB-A порта версии 3.0, разъем на 3,5 мм для наушников HDMI версии 2.1, разъем для питания DC, разъем RG45, 3 индикатора и разъем Type-C без поддержки зарядки, к сожалению. Далее клавиатура с цифровым блоком, неурезанными стрелочками, управление курсора, русскими буквами и даже подсветкой. Подсветка яркая, имеет 3 режима, такие как выключенное состояние, средняя яркость и максимальная. Отмечу, что в средней яркости подсветка работает неисправно, так как при нажатии на клавиши клавиатуры подсветка мерцает. По факту такого не должно, разумеется, быть, хотя может у них такая задумка и была, но надеюсь, что нет, потому что задумка плохая. Вход клавиш небольшой, звук постукивания не громкий, более чем стандартный. Лично мне использовать ноутбук как печатную машинку в целом удобно, но тачпад изредка мешается. Только потому, что его разместили слегка ближе к левой части корпуса, а не по центру. Сам тачпад не маленький, его размера 125 на 87 мм. Тачпад с матовым покрытием, палец по нему скользит не очень хорошо, он имеет две скрытые кнопки и встроенный сканер отпечатков пальцев в левом верхнем углу, за что минус. Как и за то, что нет разблокировки по лицу. Такое расположение сканера, как по мне, не лучший выбор, лучше бы установили его в кнопку питания, но во время серфинга в интернете он никак не мешается. Но панель тачпада имеет значительный люфт и реализован тачпад плохо. Далее N16 Pro имеет встроенную обыкновенную веб-камеру, минус за то, что нет механической или системной шторки приватности. Это, я считаю, прям must-have в современных ноутбуках. Встроенный микрофон отрабатывает плохо, но, конечно, для видеозвонков в целом будет достаточно. Но я бы советовал использовать хотя бы микрофоны в наушниках, чем его. Для вывода звука имеется два динамика. Динамики громкие, но звук лишен какого-либо хорошего объема и глубины. Плюс низких частот немного. Для просмотров роликов на YouTube их достаточно, но для просмотра фильма или прослушивания музыки я бы использовал внешние источники звука. Летим дальше. Ноутбук оснащен большим IPS-экраном на 16 дюймов с хорошим разрешением в 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления экрана аж 165 Гц, что круто. Экран имеет матовое покрытие, боковые рамки не громадные, соотношение сторон 16 к 10, цветовой охват 100% sRGB. Яркость экрана в центре на 100% яркости 500 люксов, в остальном яркость 480 люксов. Как по мне, яркости экрану достаточно. Ноутбук может использоваться даже на солнце, но, конечно, куда комфортнее его будет использовать в каком-то помещении. Подсветка экрана хорошая, сильных засветов на черном экране я не обнаружил, углы обзора для IPS-матрицы с матовым покрытием неплохие, сильных искажений в цветопередаче нет. Ноутбук можно использовать для небольшой работы с изображением и фото, но не стоит ожидать от экрана отличной цветопередачи. Перейдем к железу. Процессор установлен Intel Core i7 1260p с базовой частотой в 2,1 ГГц. За графику отвечает интегрированный видеочип Intel Iris Xe, а за охлаждение
охлаждения, 2 вентилятора с медными трубками. Сразу отмечу, что в плане теплоотведения данная модель показала себя не с лучшей стороны и работает она некорректно, так как в случаях, когда необходимо постоянно охлаждать железо, система по непонятным причинам сбрасывает обороты и нагрев может достигать 65-70 градусов, а изредка гораздо выше. Оперативная память DDR4 на 16 гигабайт, а накопитель M2 на 1 терабайт с хорошими результатами скорости. Возможность апгрейдить ноутбук есть, и для того, чтобы снять крышку с нижней части, необходимо открутить винты и снять крышку. Она, к слову, снимается без проблем. Под крышкой мы видим дополнительные места для расширения ОЗУ и ПЗУ, за что плюс. По связи поддерживается Wi-Fi 6 серии, Bluetooth чип установлен в версии 5.0, модуль Wi-Fi AX200. Операционная система в стоке Windows 11 Pro, есть некоторые проблемы с выбором русского языка для интерфейса. Также отмечу, что есть некоторые проблемы с обновлениями. За время моего использования я не встречал сильных подвисаний системы, но вот микрофризы и подлагивания были. Какая емкость аккумулятора вы видите на экране? Полный цикл зарядки от родного адаптера питания у меня занимает в среднем 3 часа. По моим тестам ноутбук на 100% яркости живет около 4 часов. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости и с 50% громкости динамиков уходит в среднем 25% заряда. За 1 час игры в КС уходит 35% заряда, FPS в среднем 55 со скачками до 65. И теперь вопрос, зачем 165 герцовые экраны. В более легкой игре Super Animal Royale за 1 час уходит практически так же, как и во время просмотра видео на YouTube, около 25-30% заряда. Ноутбук не для игр, да, в целом играть можно, но, к примеру, в игре Apex все плохо. В CS на минималках более-менее, но FPS не радует. В итоге остаются игры, которые нормально запускаются и на дешевых моделях. Перейдем же к тестам. PCMark Extended ноутбук выдал общий результат в 3999 баллов. PCMark 10 4881 балл. В прогонке на автономность ноутбук в игровом сценарии использования выдал 1 час 10 минут, а в офисном сценарии использования результаты вы видите на экране. В Geekbench 6 в OpenCL Score 11120, в Vulkan Score 12193, Single Core выдал 1989, в мультикоре 5406. Crystal Disk Mark 8 чтение выдал 3049 и запись 1920 мегабайт в секунду, что является хорошим результатом. Steinbench R24 выдал в многоядерном тесте 392 PTS, в одноядерном 93 PTS. Минусы: плохой звук, плохо реализован тачпад, подсветка клавиатуры на средней яркости мерцает, не поддерживает Type-C-шную зарядку, можно сказать, прошлый век. Материалы, учитывая стоимость, могли бы быть все-таки получше. Старый разъем для зарядки DC, нет встроенного картридера, есть проблемы с работой разъема Type-C, но в основном он работает корректно. Из-за системы охлаждения ноутбук может долго не прослужить. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. По поводу телеги скидок, даже сегодня я читал уже комментарии в Poco X6 под обзором, где за 19 тысяч Poco X6. Вот сейчас торгуют 14700, 14500 Poco M6 Pro, Poco X6 за 19 и Poco X6 Pro за 25 на Алихе. В телеге скидок можете все посмотреть. Распродажи постоянно. Сейчас тем более китайский Новый год аж до 17 числа. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, где мы постоянно общаемся по поводу всех железок в 24/7. И телеграм-канал взаимопомощи, нас там 17 тысяч человек. Есть у кого спросить, что лучше. Резюмирую, 9K N16 Pro не лучшая модель, которую я тестировал от данного производителя. Да и в целом ноутбуки от 9K не пользуются каким-то прям космическим доверием. В любом случае свой опыт взаимодействия я рассказал, а дальше дело за вами. От меня девайсу максимальное скромное «да» из-за экрана и, разумеется, только на сейлах. В остальных моментах девайсу нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.